Бюджетный ремонт, без вложений, надо починить скутер. Бачишь? Ну вообще как будто свечу выкрутили. Вообще. В общем, компрессии надо из старых запчастей его починить без вложений. Вообще. Но чтобы он ехал. Тут, чтобы снять цилиндр, то надо двигатель снимать. Может, надо было его помыть. Сейчас как разбирать? Сейчас это все болото будет сыпаться. Будет сыпаться это все болото. Ты хочешь, не хочешь, придется, наверное, помыть его. Раньше я вот такой штукой отмывал. Просто поливал водичкой, смывал песок. Сейчас уже есть мойка крутая, типа я уже крутой. Сейчас думаю смыть водичкой, а потом нанести химию и потом опять смыть. Запшикаю. О, уже чистенько. Давай сначала фильтр откроем. Меня интересует. Интересно, что с фильтром? Обычно поршнева из-за фильтра, да? Ну да. Надо его тоже помыть. Да, есть тут болото в фильтре. А вот тут не должно быть, а то все попадает в поршневую и оно изнашивается. Откуда тут болото? А, кстати, видите, что вода попадает? То есть, если у тебя скутер на ходу, ты катаешься, вдруг решил заехать на мойку и помыть его, то видишь, что вода попадает. Не знаю как, а может это конденсат какой-то. А вот и тут тоже, это конденсат или это вода? Ну как она могла попасть туда? Но она тут есть. Получается, что нежелательно мыть. Двигатель мойка высокого давления. Не знаю, попадает как-то вода. Может это конденсат? Роса как. Ну как не вода, а роса. А может она тут была? Нет, ты что гонишь? Я не знаю, короче. Но факт того, что она там есть, попала как-то. Была или это я ее туда как-то мойкой. Напишите. Может кто-то тоже. То вроде прокладка стояла. Интересно. Сейчас по быстрячку помоем ее. Но это обязательно надо делать. То самое главное, фильтр. Ты что гонишь? Детейлинг. Детейлинг фильтрбокс. Только что открыл способ новый мыть фильтр. Раньше его бензином мыл, и он увеличился в размерах. Вставал такой большой. А сейчас попробовал химию, напшикал. И вот так типа постирал его, это уже второй раз его. И вот полоскаешь его. И он не увеличивается в размерах и чистый. Прикинь. Буду теперь всегда так мыть его. Да, тут я 2 раза пшикал. Это просто уже сам поролон покрасился или что, не знаю. То не грязь, то просто цвет поменял. Так-то он уже чистый. Вода чистая. В общем, и он не увеличивается в размерах, понимаешь? Это уж прикольно. Вот, в размерах не увеличился. Отлично. Все, пока он насушится, снимаем двигатель. Да я уже все отключил, даже начал выбивать ось. Все провода, шланги. Да, тут много проводов, вот тут масло заглушил.
Наверное, было бы удобнее снять вот этот багажник и сверху будет доступ. Но я так все отключил. И дальше, если ты вытягиваешь ось, то оно сейчас все упадет. Надо, чтобы один кто-то держал, а ты вытягивал. Ну, я раньше так и делал, но это тяжело. Ну короче. Решил в потолок закрутить вот такой дюбель, шуруп. Закрутить шуруп в балку, в потолок. И потом вот такой карабинчик у меня валялся. И вот такая трещоточка. И получается, что ты сможешь подвесить мопед, подвесить его, понимаешь? И будет намного легче снимать двигатель. Да сейчас где-то вот тут балка идет, в балку закручу его. Да потом можно будет любой мопед подвешивать, будет вообще, ну. Взял его за этот зад, замотал его, поднял чуть-чуть, и все, и двигатель себе снимаешь и ставишь. Ну вот. Да, вот он уже висит. Прикольно. Получилось, все висит он. А что-то не пускает, что? А что-то не пускает, ты что, гонишь? Вот эта штука не пускает, прикинь. И что тут, звездочки? Ты хочешь сказать, что это надо откручивать? По-другому, но не снимается. Придется открутить. Это противоугонное. Что Сузуки эти так крадут, что они решили сделать противоугонное? Что их так крадут сильно? Да. Это еще и противоснятие цилиндра. Хорошо хоть откручивается. То они заморочились. Еще и ключ специальный. Чтоб кто-то не открутил снизу там. Так что, если его захотят угнать, все равно. Пришел с шестигранничком, открутил 3 болтика. Да даже с ножницами тросик перерезал и поехал. Ого, тут ты что гонишь, какие механизмы? Тут еще надо палец выбивать. Да ну ты что гонишь? Я сейчас попробую отрезать вот тут ушко вот это, чтобы оно снялось. То думаю, ничего страшного, если оно разрежется. Да, разрезалось, оно тонкое. И теперь... Опа. Вот, теперь оно снялось. Вот тут я ножничками разрезал. Потом поставлю обратно, так как был. Противоугонное. В общем, все раскручиваю. Нас интересует цилиндр, надо все снимать.
А чё это оно такое в масле? Это оно что? Где-то сифонило, чи что? Ты что гонишь? Ты что гонишь, чувак? Ты разбирал, потому что свечка была откручена. Представляешь, сколько оно сифонило здесь? Это долго было. Видно мокрый, прикинь. И постепенно хуже, хуже, да? И потом... Не, ну давай проверим сейчас компрессию. Ага. Да не. Тут все равно нету компрессии. Вообще. Свечка это еще само собой. Тут стоит оригинальный цилиндр. Сузуки значок, видишь там? Это оригинальный. Да ты что? Я думал, здесь китайский стоит. Ну дальше надо вот это все помыть. Если ты не помоешь, то когда снимешь, туда болото будет попадать в картер. Надо делать детейлинг цилиндра. Все отмыть. Вот ты красавчик. Так может и свеча тоже оригинальная? Ну. Все отмой. Не. ТММП. Ну сейчас посмотрим, что внутри там. Надо еще раз. Да я его хотел сделать просто от себя. Это соседка. Он у нее стоит уже месяц. Денег нет у нее на поршневую. 3 детей. Она ходит пешком с 8 утра аж до 11 вечера в супермаркете работает. Ездила на работу, и он перестал ехать. Теперь ходит пешком. И, короче, я решил ей просто помочь. Я подумал, может, тут какая-то мелочь, понимаешь? Хотел как-то сделать. Короче, идеальный вариант это расточить эту поршневую. Но так как денег нету, я не знаю, что делать. Сейчас посмотрим, что там внутри. Типа за свой счет ей сделать? Может, она потом когда-то отдаст? Не знаю. Это надо отправлять куда-то на росточку. Ого, какая прокладка тут, ничего себе. С нержавейки, двойная. Двойная с нержавейки, ты что, ходишь? Походу тут все оригинальное. И что тут? Чуть-чуть запоренный? Не. Не, он не запоренный. Видно, что нагар там. Половину окна нагаром. Какой нагар там? Выхлопное окно нагаром заросло. Давно не разбирали. Вот что. Тут что-то случилось. Понятно.
Там что-то обломало кольцо, ты понял? Как цилиндр еще остался без повреждений там. Есть повреждения, да. На выхлопном, на окне там вот. Да, все-таки там что-то было. Короче, запороло, но не сильно цилиндр пострадал. А где же той кусок? Такие стопоры. Без усиков. Стучать вообще-то нельзя, но если тут ты делаешь опору, то, думаю, ничего страшного. Ну где это люфт? Не, это был люфт тут. Что значит сепаратор? Да, он какой-то уже. Может, сепаратор надо менять уже? Да, но без вложений. Но я поищу их у себя. Блин, как это сделать все без вложений, а? Ну, давай зазор, может. Понятно, что тут. Заклинило верхнее кольцо. Оно было заклинившее. Поэтому тоже оно. Компрессия типа. Ну да, зазор тут. Большой зазор. Сейчас еще хотел посмотреть на шейку шатуна. Типа, как она? Бачишь, там два отверстия для смазки. Ну, там все нормально вроде бы, да? Ну, в общем, для начала его очищу от нагара. Полностью все очищаю, нагар везде. Решил ее отмыть от нагара. Лука. Свеча. Тут вроде зазор надо меньше сделать. Что-то большой зазор, да? Да я думаю, что просто поршень надо поискать новый с кольцами и поставить. И, ну, он цилиндр я почистил, он не сильно пострадал. Ну как? Нету прям так, что запорено там. Есть, да, выработка. А там вот то окно только. Удар по окну. Ну как ты хочешь без вложений? Конечно, надо растачивать его и новый поршень с кольцем. Ну, надо сделать без вложений. Но я поищу у себя сейчас. Вот такой поршень. АРТ тут стоял какой-то. АРТ тут крутой. Вот эту, что мы сняли, сузуковский, то он 41 миллиметр. Так, 41. Вот это все мои поршни, что тут есть. Запас поршней. И тут попадаются сузуковский на 0,50. 41,5. Но вон тут даже видно. 0,50. Но 0,50 он не зайдет туда в цилиндр, да?
Если бы 0,25 и мы чуть-чуть бы его расточили, то да, может быть, да. Да, 0,50 не заходит. Вот еще какой-то. То есть поршни я уже нашел несколько. Тоже надо выбрать поршень. Можно микрометром проверить. Какой поплотнее, тот и поставить. Но кольца еще надо. Ну вот два я уже нашел. Сейчас еще. Вообще-то я бы хотел новый поставить. Нового-то. Это чего? Это 65 кубов, наверное, что не входит. Перебрал поршни, перебрал кольца. Выбрал. Вот что я выбрал. Сейчас покажу. Давай начнем с поршней. Вот эти поршни. Но если их мерить штангелем, ну конечно, то штангелем, то видишь 41. Но у него погрешность 0,1. Короче, ты ничего не узнаешь штангелем, надо микрометром. Все вроде бы 41. Какой-то значок у него, не знаю, что за... Что это за значок? Не знаю. TCC какой-то. Потом MSU. Ну, MSU это понятно, это MSU. А вот этот интересный чем? У него, видишь, 3 буквы ART. Вам не видно? А, вот видно. ART. Такой же, как ART, написано на вот этом, что тут стоял. Тоже вот ART. Ну и у меня есть подозрение, такое предположение, что это то, ну, что это оригинальные поршня Suzuki. Я точно не знаю, но я так думаю. Но больше всего мне нравится этот, потому что там ART. Но нам дело в том, что надо померить это микрометром и выбрать самый большой из 3 поршней, который. И вот я их замерял уже. Вот оно показывает 40,95. Тут даже нету 41. Вот, если я тут не ошибаюсь. 40,95. 41 это когда оно вот так будет. Вот это 41. А получается выработка 5 соток. 40,95. Теперь MSU. Ну вот я его тоже замерял. О, ваш, у него тоже примерно 40,95. А вот этот ART, он вообще подошел. Мало того, что он ART, только он еще самый толстый из них. Или не? А, не, он такой же самый. Тоже 40,95. То если они все одинаковые, то лучше я поставлю вот этот, что ART. И мы можем ради интереса вот этот, что был запоренный, посмотреть, сколько было у него. О, у него 40,90 примерно. То есть у него вообще 10, еще на 5 соток меньше, чем вот этот, что мы будем сейчас ставить. Короче, выбрал я вот этот. Тут с ним есть кольца и палец. Вот кольца, если снять отсюда кольца, чтобы были с этим поршнем. А, тут маркером написано было Suzuki. Может, это я откуда-то снял его. Вот снимаю. Тут кольца, это те, что я подбирал. Вот эти, что я подобрал отдельно от той кучи. С кучи подобрал. А вот слева ставлю вот эти, что тут. Вот, допустим, взять, если верхнее кольцо вот этого поршня.
И посмотреть зазор. Мы сейчас подберем, чтобы зазор. Где лучше зазора? Ну, в прямом эфире, ну что там видно? Ну там тяжело сказать. Сейчас щупом померяем. Ага, 0,5. 0,5 проходит. Дело в том, что вот эти кольца, то 0,5 тут. 0,60 не входит в щуп. 0,50. Ну да, это много. Вроде бы надо по мануалу от 0,15 до 0,25. Я точно не помню сколько. А тут 0,5. То есть зазор завышенный уже. Но у нас нету выхода. А что ты хочешь? Без вложений как ты можешь по-другому собрать? Шоку. Ну тогда надо новые кольца, не знаю. Сейчас стоит вопрос. Кольца ставить вот эти, чтобы были с ним. Или вот эти, что тут какой-то разнобой. Одно бэушное, одно новое. Наверное, поставлю вот эти, чтобы были с ним. Потому что если это фирменный Porsche, то и кольца фирменные. Смотри, они жесткие какие. Просто я смотрю, еще зазор не проверял тут. Да, ну тут походу тоже. Надо то нижнее забрать, оно мешает. Короче, зазоры понял одинаковые, что на тех, что я подобрал, а может не. Вот 0,5. Да, 0,5 проходит. Ну, сейчас 0,6. 0,6. Ну, 0,6 не. Насильно. Короче, так он просто не проходит. Если в нахалку его... Значит, тоже где-то 0,55 получается. Ну, а эти кольца, что я подобрал, то тут тоже бы я их уже проверял. Тоже 0,5. Но это неизвестно, какие кольца. От чего, кто там, что там. А, то тут даже 0,6 проходит. Что, или не проходит? Подожди. А ну 0,6. А, ну да, тут 0,6 проходит. Все, эти кольца, значит, точно нет. Я подбирал, искал, думал, что я найду, что тут, что там вообще будет 0,15. Не, нету такого. То разве что брать от 0,25 первый ремонт и их подтачивать. Короче, решение такое, что ставлю вот этот поршень АРТ. Чего-то, наверное, снял откуда-то я его. И вот эти кольца, что с ним были, наверное, они тоже родные, оригинальные. Так что все, будет с оригинальным цилиндром. Тоже поршень хороший. Только надо его почистить от нагара. Я хотел канавки почистить. Так-то он отмылся хорошо, но я хотел канавки. А канавки плохо взял. Надо сейчас ножичком, может. Так-то он хорошо отмылся, да? Вообще, как новый, ты что гонишь? Да, и стопорное кольцо тут, видишь, такое же. Без... как он? Ну, без усиков таких. Блин, это точно оригинальный. Мне так кажется. Все, ставим его. Почистить канавки. Сейчас почистю еще канавки. Канавки почистил. Все готово до сборки. Но я подумал, может... Вот есть такая штука. Цилиндр хон. Или не надо это делать? Типа взять и внутри. Типа поджать его. Сколько там надо поджать. И попробовать.
Так чуть-чуть. Просто рисочки там сделаем. Типа хон. Это все. Вот так получилось. Оно не везде взяло. Где-то взяло. Вот, вокруг выхлопного окна не взяло. А там взяло. Бачишь, оно не везде. Значит, там выработка, да, там, где не берет он, там уже выработка. Да, вокруг выхлопного окна вообще не взял. Вокруг, понял, там выработка есть. А, вот тут где поршень. Поршень вот тут не ходил. Тут хорошо взял. Он типа вокруг ходил, а тут вырос такой. Так и осталось место. Без выработки. И с этой стороны тоже. Ну, в общем, вот так вышло. Да я чуть-чуть почухал, не хотел много. Я же не растачиваю. Так легонько. Да, оно проявилось, что там есть выработка. Так, конечно, есть по-любому. Ладно. Ладно, это ж без вложений. Нагар на кольцах тут чуть-чуть. Ну, там хоть будет компрессия, но оно хоть будет заводиться. Как вы думаете? Ну, сколько? Думаю, где-то 6 атмосфер будет компрессия. Надо попробовать. Вот эту штучку ставлю обратно. Так как оно было в стоке, так и поставлю. Какой из них верхний, нижний? Вот тут, где меньше зазор визуально, поставлю его сверху. Тут, где больше, поставлю снизу. Неудобно. Сначала надел кольцо, а теперь можно туда заправить вот эту. Вот так вместе с ней неудобно ставить. Все, кольца стоят. О, палец. Вот этот, что слева, там был. Вот этот, что снизу, вот справа, то он был с этим поршнем. Поставлю его, потому что визуально этот синий какой-то. Ну а почему он стал синий? Раз он синий, то уже перегретый. Поставим вот этот. Тем более, что он был тут в комплекте. Насчет сепаратора. Надо выбрать что-то. Я тут уже выбирал вот. Вот этот, что справа. Вроде похожий на сузуковский. Но какой из них лучше? Сложно сказать. Какой из них лучше? Просто вот этот, то видно, что он корпус, он типа черкался корпуса. Было черкание вот самим даже не иголками, а корпусом. Понимаешь? А тут вроде не было такого. Ты прикинь, если он уже корпусом начал шкрябать за шатун, то какая там уже выработка.
Может просто и тут еще выработка, да, чувствуется ямка такая. И тут выработка, и там, и оно. Поставлю вот этот. Будем надеяться, что он классный. По крайней мере, он не терся корпусом за шатун. А чуть-чуть так легенько почистить, если что-то там и есть. Все, начинаем собирать его. Стопор ставлю. И вроде как пропал тот люфт, что был вверх-вниз. Герметика нет у меня, есть только клей. Поставлю на этот клей. Кольца на своих замках стоят, все нормально. Еще смажем. Да, то мне нравится. То круто получилось. Оно еще делает вид, что там туго типа не вставляется, ты понял? Что-то я сжимал кольца. А ну, типа еще там туго. О. Ти бачиш, що воно творить там? Типа туго не вставляється. Ти що, гониш? Там на замках оно стоит. Ну, все нормально. Ого. Это будет мощная компрессия. Ого. Ого. Типа туго еще, ты понял? Делает вид, что там капец, типа туго. Прокладочка. Фирменно. Не вот так, нет. Вот так она ставится. Этим бугорком до головки. Ну тут все четко, головочка четко вышла. Сейчас я маслицо на резьбу и на головку, там где гаечка. Но я его зажал и думаю, попробую покрутить ради интереса. А оно... Понял? Что-то не то, поршень где-то бьет об головку или... А в чем прикол? Да, в верхнем положении поршень где-то бьет. Интересно, что это такое? Куда он бьет? Чё, не понял? Ты шо, гонишь? Блин, вот это непруха. Ого. Насколько он выступает, прикинь. Вот это да. Это нам очень не повезло. Это очень плохо все. Они одинаковые. Вот ставишь, вот Димончик идет, сейчас он определит, что тут такое. Короче, их только вместе ставишь, они одинаковые. Значит, возможно, тут палец в поршне сделанный ниже.
Димочка, ты можешь определить, почему он упирается? А? Вот верхней кромки пальца 16,5 будем считать, а тут, ну да, тут 14,5. 2 миллиметра разница. Палец смещенный. Не подойдет нам тут поршень, надо все снимать, искать другой поршень. Да, это печально. Это очень печально. Все, этот поршень я снял, кольца с него забрал. Ну и у нас остается два вот этих. Но дело в том, что у него стопоры. Стопоры типа как у Хонды. Вот эти наши кольца, они не... Кольца вот эти наши не подойдут сюда. Вот тут стопоры такие. Под другие кольца. Остается MSU. Нашел вот такой. Надо его микрометром сейчас проверить. Его диаметр. У него тут кольцо заклинило вот. Почему-то. Больше нету никаких. Ну и MSU есть еще. Этот самый плотный будет, ребята. Он, наверное, мало что ездил. Вот смотрите, у него ровно 41. То есть он, ну, этот 40-95, этот 41. У него даже есть вот эти рисочки от станка, как его точили, вот они еще даже остались, видно? Вот видно от резца такие. А у этого это уже стерлось, он стерся, видишь? А вот, а ну сейчас. А вот они. Такие рисочки от резца. И дальше оно стерлось. Выработка. А у этого они идут. Ну, может, он чуть-чуть поездил. Вот с этой стороны. Но все равно их видно там. Он, наверное, чуть-чуть поездил. И потом тут что-то с кольцом. Что оно заклинило? Нам надо достать кольцо, расклинить его. А, вот оно расклеено. А, так это ничего страшного. А я подумал, что тут что-то лопнуло, заклинило тут. Ну, все-таки да. Ну, вот оно. Блин, так это и кольца может тут. Вот оно разошлось, все нормально. Да, этот поршень буду ставить, потому что он... Нагара там нету в этих. Какой-то интересный поршень, да? Но он вообще без никаких маркировок нет. Ага. Ого. Чувак, он такой плотный, ты что, гонишь? Ну да, вот этот вроде более плотный. Вроде как плотный, видишь, даже не падает сам. Вроде как он плотненький такой. Это хорошо. Сейчас еще проверим зазор. Вот что я обнаружил. Это кольцо. Вот в этом месте кончик кольца кривой. Вот тут согнутый вот так. Кончик кольца согнутый, поэтому оно заклинило. А вот это ровное. Это дело не в канавке было,
а в том, что сам кончик кольца согнутый. Но мне интересно зазор, если то... Это уже не буду ставить, бо этот кусочек может отломаться. А вот это, может, мы его поставим как верхнее кольцо. Да, оно еще STD вот. Там еще даже видно STD. STD маркировочку даже видно. Да, тут и зазор лучше. Если там было 0,50, то тут 0,50 не входит. 0,40 с трением таким. Значит, тут 0,40. Ну да, оставим вот это кольцо. Ну, вот это кольцо поставим как верхнее кольцо. И вот этот позже. И выберем еще одно из двух из этих колец, у которого меньше зазор. И поставим нижний. И поставим его как нижний. Значит, все. Вот, выбрал два кольца. Новое поставлю наверх. 0,40 будет наверху. 0,50 нижний. Вот такой поршень вообще без маркировок. Это, наверное, какой-то очень китайский. Детейлинг поршень. Помыл его, даже продул компрессором. Все, он чистый. Начинаю его устанавливать. Да я же говорил, что не буду показывать. Я уже показывал. Ну ладно, будет больше воды. Чего страшного. Все равно вы что, куда-то спешите? Не, я тоже не спешу. Потусуемся вместе. В общем, я ставлю кольца. Можете перемотать туда дальше, если вы спешите. Все равно уже воды тут много. Куда уже спешить? Он я поспешил, не заметил и не тот поршень поставил. Так, тут все нормально. Эллипсом вверх поставил. И вот это новое колечко STD ставлю наверх. Вот это он уже повалит, да? Считай, поршень на 10 соток толще. Кольца с зазором меньше, чем был. Должен повалить. Все, ставлю. Герметик освежил. Стопора, кольца, все поставил. Смазываем. О, нормально сейчас. Все отлично, значит. На этот раз вроде бы все хорошо. Ничего, все, ничего не цепляет, ничего не стукает. О. Ну да, 6 там. Так как я и думал, 6. Слабенько, да? Может, оно притрется себе и будет лучше. Так, зазор делаю 0,8. Вы напишите, это нормально или нет? 0,8.
зажимаем, чтобы уже точно было зажато. Дальше вот это кольцо. Когда я вставляю в цилиндр, то труба, она... Ну, вот это кольцо на уровне с цилиндром, и труба... Короче, думаю, что тут будет пропускать, бо оно уже прожато и сплющенное. Есть такой паранит Рейнс. Это крутой, наверное. Как раз было такое колечко. Думаю, вырезать сюда, подложить. И оно как бы будет чуть-чуть выпирать. И должно прижаться хорошо. О, теперь оно выступает чуть-чуть. Это 0,3 паранита я добавил. 0,3 нормально. И напильником проверил плоскость. Двигатель можно ставить, но я хотел посмотреть карп. А вдруг там якесь болото в поддончику. А может быть вода, может болото. Надо прочистить. Болтик вижу сорванный. Еще и в болоте. Ух. Если он не идет, то я даже и не пробую, чтобы не сорвать. Просто плоскогубчиками. Опа. Пошло, а ты хотел отверткой. Ты что, гонишь? Мне кажется, уже колбасит от этого мопеда. Целый день с ним. О, да, чуть-чуть вода, но это может быть, когда мы мыли. А так-то все чистенько-то. Бачишь, вода. Но это может быть я туда случайно налил. Ну, когда мыл двигатель. А может, и было, неизвестно. О, чувак, ты что гонишь? Трубка-то забитая. Тут же клер номер 72. И от Кейхена вроде. Это что, Кейхен? А, это Кейхен, прикинь. Тут у них же вроде какие-то свои стояли. Не Кейхен. А это что такое? А, утепленный. Прикольно. Утепленный. Только один момент очень важный, вы скажите. Вот тут же сейчас воздух из маслобачка. Тут завоздушилось. Вот этот воздух. Оно может завоздушить тут сложную систему. Вот этих всех трубочек. Ну посмотрим. Надо, чтобы дым пошел. Поработает немного. Ставим двигатель. Просто у меня было такое, что после капремонта двигателя чувак проехал 5 километров и заклинился. Масло не поступало. И после этого я очень что-то переживаю за это. Прикинь, я только сейчас заметил, что болт, то есть оно должно вот так стоять. И болт вкручивается, а оно вот так было, просто вкручиваешь болт, а тут с этой стороны он был просто. То надо развернуть.
Или они специально так сделали? Может, тут в чем-то оно не подходит? Ну, тут снизу вода, она может потом не открутиться. Это обслуживание фильтра воздушного. А может, кто захочет расточить потом, когда оно кончится, это цилиндр. Это же ненадолго. Может, кто-то хочет быть спонсором, помогти жіночки. Никто не хочет. Вряд ли кто-то захочет, конечно. Ладно, тогда я и скажу, что он поедет, но недолго. Короче, собирайте на росточку цилиндр. В общем, это секретный способ. Сейчас вам расскажу секретный способ, как заклеить колесо без вложений. Но это только без камерка, если. В общем, берете мыло. Не, ну вы не смейтесь. Сейчас увидите, что как это. Оно действительно работает. Но это может быть вам смешно, но оно работает. Это работает как на машине, так и на мопеде. Лично проверено. Надо мыло туда настругать немножко и водички. Водички немножко там, чтобы оно было в жидком состоянии там. Но если много нальешь воды, будет оно типа бить баланс по тебе. Ну типа вибрации там. Короче, чуть-чуть водички, чтобы оно там растеклось. И оно находит себе там место. И все. Вот попробуй, посмотришь, что действительно работает. Оно сначала даже было видно, откуда оно выходит. И потом перестало. И заклеилось как-то, не знаю. Самое тут сложное, это запихать туда мыло. Можно шприцом. Ну, сейчас попробую через клизму. Засыпать в клизму, налить воды. В общем, засыпал, налил воды, может половину, грамм, не знаю сколько, 150 может. И все, теперь надо закачать эту смесь туда. Да, мыло растворять не надо, надо, чтобы там были эти кусочки. Дальше надо накачать колесо и покатать его, надо покатать туда-сюда его по кругу, чтобы оно нашло, где там есть дырка и заклеилось. В общем, катать надо туда-сюда. Я находил, вот я нашел где. Нашел его и этим местом ставил его вниз, чтобы эта вся водичка с мылом туда. И все, и оно перестает пропускать. Чем больше дырка тут у вас, больше такая вот шурупа там или гвоздь, то тем больше кусочки мыла должны быть. Прямо туда надо стругать и такими кусками запихивать, такими колбасками туда. Если большая дырка, то прям кусками надо туда напить. Прямо об сосок вот так стругаешь туда, чтобы большие куски, тогда оно и большую дырку заклеит. Все, вот этот кусочек сюда привариваем и все, и пробуем запускать сейчас. Все. Вот теперь можно уже запускать, уже все полностью готово для запуска.
Может, это свеча? Какая из них рабочая, я не знаю. Поэтому, чтобы точно, знать, что поставлю новую свечу. НЖК, шестерка. Таиланд. Таиланд, это круто, не? Заодно посмотрим, какая он. Ну. Горячая. Блин, а может там бензина нет? Свеча сухая. И коричневая. Блин, может там бензина нет? Открыл бардачок, а тут оказывается есть лапки кусок. Придется снова отрезать вот то, что я там приварил. Ну и обратно приварить. А как оно? Так. Я не знал, что оно там есть. Есть там. Значит, это не бензин. Как-то он с перебоями работает. Ну ладно, я уже свечу открутил. Все-таки поменяю. Первый запуск после замены свечи. Ну, работает лучше, вроде лучше, но холостых все равно нет. Болтик холостого подкрутил и появились холостые. Может, это уже сальники коленвала? Но он закрученный до упора уже. Понимаешь? Может, вот этот, что смесь. Надо тот, что смесь, что ему скрутили там шлиц. Скрутили, невозможно его покрутить. В общем, что-то работает, но не идеально. И заводится только с газом. Сейчас попробую его обкатать чуть-чуть. Может, оно притрется и лучше будет. Ночная обкатка. И прикинь, когда включил свет, то он вообще заводится с полуоборота, смотри. И даже без газа. Прикинь. Что это такое? Как такое может быть? Причем тут свет? И обороты начали расти, я убавил обороты. Прикинь, как это тут? Именно с светом, понимаешь? Причем тут свет? В общем, свет, когда включил свет, то он вообще заводится четко, все нормально, холостый. Вообще классно. Прикинь, надо было просто свет включить, а я-то не знал. Я думал, блин, наверное, компрессия. В общем, такая история. Все, всем пока. Короче, свет, прикинь, а я не знал. Да. Вообще.
Ты прикинь, ну как же я забыла тебе сказать про это, что он только светом заводится. Оно у них даже типа как противоугонка. Если свет не включишь, вообще не... Как это он скажет? Он тебе работает без света? Так удивился. Прикинь. Вот это да. Короче, свет когда включил, вообще четко заводится все.